Пожилой мужчина по имени Майк всегда был порядочным и законопослушным гражданином. Он работал священником в местной церкви и старался следовать всем жизненным заповедям, которые проповедовал своим прихожанам. Его жизнь была наполнена добрыми делами. Он помогал нуждающимся, проводил время с детьми и всегда был готов выслушать тех, кто нуждался в совете. Майк гордился тем, что его жизнь служит примером для других, и он считал, что честность и доброта – это основные ценности, которые нужно передавать следующему поколению. Однажды, возвращаясь домой после визита к своей внучке, Майк почувствовал себя особенно счастливым. Он думал о том, как хорошо провести время с семьей и как важно поддерживать связи с близкими. Однако его радость была недолгой. На улице ему навстречу попались полицейские. Они выглядели настороженно и, заметив Майка, начали приближаться к нему. «Эй, вы!» — громко крикнул один из полицейских, прерывая его размышления. «Остановитесь!» Майк, не понимая, что происходит, остановился. Он всегда уважал полицию и считал их защитниками порядка. Однако то, что произошло дальше, удивило и огорчило его. Полицейские начали говорить с ним неуважительно, не обращая внимания на его возраст и статус. Они заподозрили его в преступных делах, хотя у них не было никаких оснований для этого. «Мы знаем, что вы замешаны в чем-то нелегальном», — произнес один из полицейских, не скрывая своего презрения. «Давайте, расскажите, что вы тут делаете». Майк, стараясь сохранить спокойствие, ответил: «Я ничего не нарушал. Я священник, и у меня нет никаких проблем с законом. Я просто возвращаюсь домой». Но полицейским было все равно. Они не хотели слушать его объяснения и, не дождавшись ответа, скрутили его и посадили в полицейскую машину. Майк был в шоке. Он не мог поверить, что это происходит с ним, человеком, который всю жизнь служил обществу и никогда не делал ничего плохого. В участке Майк провел сутки, полные страха и непонимания. Он не знал, что будет дальше и как ему доказать свою невиновность. Он думал о своей семье, о внучке и о том, как она переживает за него. Но неожиданно в полицейский участок вошел его наставник из церкви, отец Джон. Увидев Майка, он сразу подошел к нему. «Майк, я здесь, чтобы забрать тебя», — сказал отец Джон. Его голос был полон решимости. «Я слышал, что произошло, и мы не можем это так оставить». Отец Джон использовал свои связи и авторитет, чтобы вытащить Майка из этого ужасного положения. Вскоре они вышли из участка, и Майк наконец смог вздохнуть с облегчением. После этого инцидента церковь, в которой работал Майк, решила действовать. Они начали собирать доказательства и свидетелей, чтобы добиться справедливости. Вскоре они подали жалобу на действия полицейских, которые незаконно арестовали Майка. Церковная община объединилась, чтобы поддержать его, и вскоре о ситуации узнали местные СМИ. Эта история привлекла внимание общества и вызвала широкий резонанс. Люди начали обсуждать проблемы злоупотребления властью и необходимость уважения к пожилым людям. Церковь боролась за справедливость, и Майк, хоть и пережил тяжелые времена, знал, что не одинок. Он был благодарен своим друзьям и прихожанам за поддержку и понимание. С каждым днем он становился все более уверенным в том, что правда восторжествует, и что доброта и честность всегда найдут свой путь, даже в самые трудные времена. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.